Сегодня покажу, как приготовить очень простой и быстрый ужин из кабачков. Этот рецепт я готовлю часто, потому что он выручает, когда хочется чего-то вкусного, но без лишних хлопот. Всего несколько ингредиентов, и на столе уже ароматное блюдо, которое подойдет и на обед, и на завтрак, и даже как легкая овощная запеканка на ужин. Для начала беру один крупный кабачок. Нарезаю его тонкими кружочками. Чем тоньше, тем лучше. Пересыпаю кабачки в глубокую тарелку, добавляю соль, прованские травы без соли и копченую сладкую паприку. Эти специи идеально подчеркивают вкус овощей. Все перемешиваю, чтобы специи равномерно распределились. Список продуктов для этого рецепта вы, как всегда, найдете в описании под этим видео. Теперь займусь тестом. В отдельную миску разбиваю яйца. Для этого рецепта достаточно 3-4 штук. Добавляю соль и немного сахара. Хотя это и не сладкая выпечка, сахар здесь играет важную роль. Он балансирует вкус и делает его ярче. Далее вливаю теплое молоко и постепенно просеянную муку. Просеивать важно, так тесто получается без комочков и легче поднимается в духовке. Перемешиваю венчиком до однородности. В самом конце вливаю немного растительного масла без запаха. Противень застилаю пергаментом. У меня силиконизированный. Если решите вылить тесто в лист, просто смажьте его растительным маслом. Выливаю яичную массу на противень и распределяю равномерно по поверхности. Одна зрительница написала, что она ждет простых и одновременно вкусных блюд, потому что именно такие рецепты у нее дома пользуются успехом. Поэтому этот рецепт для вас. Теперь беру ложку и аккуратно ставлю капельки кетчупа прямо по тесту. Можно использовать кондитерский мешок, чтобы получились красивые узоры. Потом шпажкой провожу линии и соединяю капли. Следующий шаг – помидоры. Нарезаю их кружочками. Стараюсь тоже сделать слайсы как можно тоньше. Теперь начинаю выкладывать кабачки и помидоры рядами, немного внахлёст. Получается яркий овощной слой, который и красиво смотрится, и получается вкусным дополнением. Ставлю противень в заранее разогретую духовку на 180 градусов примерно на 15 минут. За это время масса схватывается, а овощи слегка запекаются. Пока блюдо в духовке, натираю сыр. В этот раз использую сулугуни. Он отлично плавится и имеет мягкий молочный вкус. Можно взять любой другой сыр, который хорошо плавится. Через 15 минут достаю заготовку. Посыпаю теплую поверхность слоем сыра и снова отправляю в духовку еще на 10-15 минут. За это время сыр полностью расплавляется. Готовая овощная запеканка из кабачков получается очень нежной, сочной. Легкая, питательная и действительно вкусная альтернатива привычной пицце или картофельным запеканкам. Напишите в комментариях, готовите ли вы блюда из кабачков и какие у вас любимые рецепты. Спасибо, что смотрите и ставите лайк после просмотра всего видео. Так рецепт увидят больше зрителей и смогут приготовить его у себя дома. В следующих видео вас ждут новые идеи для завтрака, обеда и ужина из самых простых продуктов. Приятного аппетита!